Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом приготовления говяжьих хвостов. Здесь 1 килограмм говяжьего хвоста. Мне его уже разделали на кусочки в мясном магазине. Нам понадобится 4 крупных луковицы. Можете лука взять и побольше. 5-6 зубчиков чеснока. Итак, начинаем. Лук нарезать в произвольной форме. Ни размер, ни форма не имеет никакого значения. Мы его будем тушить несколько часов, и он полностью разварится. Зубчики чеснока я просто раздавлю. И мне это удобно делать деревянной ложкой. А вы можете делать так, как вам удобно. В кастрюлю, глубокую кастрюлю, у меня скороварка, немного оливкового масла. Можете брать любое растительное масло. Добавляем лук с чесноком и тушим до прозрачности лука. Обжаривать не надо. Примерно вот так должно получиться. Сухое красное вино. У меня ушло 1 литр, 200 миллилитров. Добавляем к луку и тушим 10-15 минут на медленном огне до испарения алкоголя. А тем временем духовку разогреем до 220 градусов, режим гриль. И продолжаем готовить говяжьи хвосты. Говяжьи хвосты я щедро присыпаю солью. И черным молотым перцем. Со всех сторон. Блюдо получается невероятно нежным, ароматным. Говяжьи хвосты – это не только деликатес, но это еще очень полезно для здоровья, так как это в чистом виде коллаген, который нам необходим для суставов и для красоты у женщин. Все хорошо присыпали и отправляем в духовку на 10 минут, чтобы говяжьи хвосты со всех сторон хорошо подрумянились. Не забудьте включить режим конвекция с грилем. Банка 470 грамм помидоров в собственном соку. Помидоры я разрежу на небольшие кусочки. Конечно, это удобнее делать в глубокой тарелке, но я уже взяла кружку. Немного помучаюсь. Я вам обещаю, что это будет очень вкусно. Говяжьи хвосты подрумянились со всех сторон. И мы их отправляем к луку и красному вину. Мясо должно быть полностью покрыто вином. Если вдруг вам не хватит вина, вы можете добавить воду. И не переживайте, вкуса вина совершенно не будет чувствоваться. Все хорошо утопили. Теперь добавим томаты. Хорошо все перемешать. При желании можете добавить любимые ваши специи. Но у говяжьих хвостов очень выраженный вкус и аромат. Поэтому я добавляю только соль, перец и немного чабреца. Он очень подходит к мясу и особенно к говядине.
И все это на медленном огне я буду кипятить 1,5 часа. Если у вас обыкновенная кастрюля, то все это варите на медленном огне, тушите 2 часа. А тем временем, по истечению 1,5 часа, я нарезаю мелко стебли сельдерея, корень сельдерея, корень по весу 50 грамм на мелкие кубики. Сельдерея много не бывает. Он придаст нежность и свежесть нашему блюду. И зелень сельдерея. Мелко я не нарезаю, крупненько. И теперь все это мы отправляем в кастрюлю. Мясо уже готово, оно мягкое, но мы будем его еще тушить. Добавляем весь сельдерей. И также на медленном огне еще 1,5 часа. Обязательно попробуйте на соль и перец. Если вам будет не хватать по вкусу, добавьте еще, подсолите. Вот такая вот красота у нас получилась. Мясо отдельно, косточки отдельно. Говяжьи хвосты вынимаем. Вынимаем все косточки. И теперь нам нужно аккуратненько все очистить от костей. Это совершенно нетрудно делается. Посмотрите, какая мякоть от говяжьих хвостов у нас получилась. И теперь мы продолжаем готовить. У нас еще очень много соуса. Я отварю макароны 12 минут до состояния аль денте. Макароны готовы. Как макароны варить, я вас не буду учить. И вообще я вас не учу готовить. Я с вами делюсь своими идеями. Сверху соус. Соус ни в коем случае не выливайте. Его можно заморозить в порционных пакетиках. И потом по необходимости разогревать и добавлять в рис или макароны. Сверху любимый ваш сыр. И говяжьи хвостики. Аромат стоит потрясающий. Это очень вкусно. Спасибо всем за просмотр. Приятного аппетита и до новых встреч!